Мы продолжаем озвучивать и освещать тему подбора винтов и тему актив-трима. Марат является подписчиком нашего канала, и в комментариях он обратился с просьбой помочь настроить ему систему актив-трим, чем мы сегодня и займемся. А также он попросил нас подобрать ему винт. После того, как он увидел ролик о подборе винта к Фениксу 600 с мотором 150 Mercury Pro XS, алюминиевый винт Black Max 19 шага, нержавеющий винт Revolution 4, также 19 шаг, нержавейка Tempest Plus 19 шаг и Inertia Eco 19 шаг. И на мотор мы уже установили также Black Max, но 21 шага. На данном Фениксе 560 мы видим установленный мотор Mercury 115 Pro XS Common Trust. Это один из самых популярных моторов. Также докаточка 5 лошадиных сил Mercury на всякий случай. Видим таргу для водных развлечений, лыжник, ватрушка, можно катать кого угодно. И также эта тарга используется для троллинговой рыбалки, обратите внимание. Этот Феникс используется как лодка выходного дня, так и лодка для дальних путешествий. Мы установили вот такой якорь. Этот якорь, он нестандартный. В принципе, такие якоря используются на судах гораздо большего размера. На Фениксах их ставят не так часто. Но, тем не менее, инсталляция была произведена. Якорь с дистанционным управлением. В руке у меня вы видите пульт, которым я могу управлять и сбросом, и подъемом, не подходя к якорю. Если эта тема вам интересна, пишите в комментариях, мы снимем отдельный ролик. Капитаны, привет! Коллеги, я владелец 560-го Феникса, покупал его в Вилходе. Это первый мой катер с системой актив-трим. Настраивал систему я сам по инструкции. И, как мне кажется, сделал я это некорректно, потому что, посмотрев ролик Владислава, я вижу, что когда катер выходит на глиссирование, там в ролике мотор все-таки тримируется больше, чем у меня. Я думаю, что у меня неправильные настройки, и я обратился к специалистам из клуба Вилход, к Владиславу, который согласился приехать и помочь произвести настройку на воде, за что огромное ему спасибо. Действительно, прокатившись на лодке, я увидел, что диапазон подъема мотора узкий, как и говорил Марат. Поэтому не будем искать причину всего этого, а просто заново настроим актив-трим и покажем вам, как это происходит. Начиная настройку системы актив-трим, убедитесь, что ваш двигатель не запущен, а зажигание включено. Заглушим наш мотор. После этого повернем ключ в замке зажигания до момента, когда мотор еще не запустился, но питание уже пошло. Далее включаем актив-трим кнопочкой ON и переходим в режим настроек. Что для этого нужно сделать? Нажать также кнопку ON и нажать кнопочку вверх, стрелку. Держим несколько секунд до момента, когда лампочки не начнут мерцать. Все, мы в режиме настроек. На следующем этапе настройки актив-трима мы показываем системе крайние точки положения трима, то есть самую нижнюю и самую верхнюю. Для этого мы нажимаем кнопку вниз на ручке, газ-реверс, кнопку трима, опускаем мотор в самое нижнее положение и держим 5 секунд. Готово. Далее мы поднимаем мотор максимально вверх. Вот он поднимается. И в верхней точке, когда он остановится, также держим 5 секунд. Готово. Далее опускаем мотор опять в нижнюю точку. Теперь мы запускаем наш двигатель. Разгоняемся до крейсерской скорости и производим непосредственно настройку актив-трим. На лодке Феникс 560 с мотором Mercury Pro XS CT крейсерская скорость это 42-43 км в час. Кстати, что вы знаете о крейсерской скорости? Что это такое? Напишите в ваших комментариях. Вот мы достигли желаемой скорости крейсерской 42-43 км в час. И в момент, когда мы идем на этой скорости, нажимаем на панели управления системой актив-трим одновременно две кнопки. Стрелка вверх и стрелка вниз. Тем самым мы фиксируем результат. Теперь система настроена. Мы увидели большой диапазон работы мотора. И теперь всегда на любой скорости мотор работает в оптимальном для него режиме.
Мы закончили настройку системы Active Trim. По сути, Марат сделал все правильно, все по инструкции, но ввиду отсутствия опыта он неверно выбрал крейсерскую скорость и при фиксации настроек неверно выбрал профиль, который находится на панели Active Trim. Ну что ж, пробуй. Скажешь, есть ли разница. Друзья, после завершения процесса купли-продажи лодки мы все становимся большой водномоторной семьей. И поэтому мы готовы прийти на помощь, ответить на ваши вопросы, комментарии, вот, приехать, помочь, что в наших силах. Поэтому подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, а мы рады будем вам помочь. Влад, большое спасибо за квалифицированную оказанную помощь. А всем вам, дорогие коллеги-водномоторники, я хотел бы сказать, что я уже второй раз обращаюсь в клуб Вилход. И вот у меня возникла проблемка небольшая. Я оставил комментарий на канале YouTube. И тут же отреагировал Владислав, предложил свою помощь. Предложил не просто комментарий, а приехать, встретиться и настроить на воде. И снять ролик для вас, чтобы вы потом понимали, что вот если у вас что-то похожее, вы могли бы сами настроить систему Active Trim. Я очень доволен такой помощью. Спасибо большое. Ну, конечно, настроить в комментариях можно, но это гораздо сложнее, чем вживую. Да, Поэтому согласен. Спасибо мы большое. всегда готовы приехать, если это возможно, оказать любую посильную помощь.